Привет, друзья! Босния и Герцеговина – это страна, о которой в широком поле известно очень мало, в отличие от ее соседей Сербии, Хорватии и Черногории. Большинство видео о Боснии на просторах интернета плохо структурированы и малоинформативны, сводящиеся в основном к серии «Как я побывал в Сараево», «Какие тут кафешки», ну и еще заехал посмотреть на пару водопадов. Но вы даже не представляете себе, насколько красива эта страна, какая интересная у нее история и какое сильное влияние она оказала в прошлом веке на весь мир. Мой принцип подачи материала прост – не лить воду и не кормить вас пустой ненужной информацией. В моих планах не стоит задача украсть ваше время и состряпать видео лишь бы было, поэтому выпуски на этом канале выходят редко, но, надеюсь, метко. Данное видео, как и другие на моем канале, будет максимально сжатым и информативным. Всего за 17 минут вы узнаете, что это за страна Босния и Герцеговина, как и чем она живет, кто ее населяет, посмотрите на ее города и самые интересные места в них, удивитесь, какая потрясающая природа в Боснии, тему экономики и уровня жизни тоже не пройдем мимо. В общем, этой информации вполне хватит, если вы собрались посетить эту загадочную страну с красивым названием, ну или просто хотите пополнить свой багаж знаний. В любом случае, будет интересно. Сначала немного базовой ознакомительной информации. Босния и Герцеговина – государство в Юго-Восточной Европе, расположено на Балканском полуострове, граничит с Хорватией, Сербией и Черногорией. Территория 51 197 квадратных километров. Население почти 3 миллиона 300 тысяч человек. Официальные языки боснийский, сербский и хорватский. Столица – город Сараево. Валюта – конвертируемая марка. Около 90% территории страны занимают горы и холмы. Благодаря своему рельефу, лесам, каньонам и рекам, Босния и Герцеговина считается одной из самых живописных стран на Балканах. Необычность этой страны начинается уже с государственного устройства. Политическая система в Боснии и Герцеговине считается одной из самых сложных в мире. В стране существует несколько уровней власти, из-за чего принятие решений, как правило, занимает очень много времени. После окончания трехлетней войны между сербами и боснийцами в 1995 году противоборствующими сторонами было подписано Дейтонское соглашение и создана весьма необычная система власти. Она предусматривала сохранение единого государства, его названия, гимна и флага, но разделенного по сути на три части. Два крупных энтитета – Федерация Боснии и Герцеговины, населенная в основном боснийцами-мусульманами и хорватами, и Республика Сербская, здесь в большинстве своем проживают сербы, и небольшая территория под названием округ Брчко. Это особая территория, де юре находящаяся под совместным управлением, де-факто не принадлежащая никому. Каждый из двух крупных энтитетов, и Республика Сербская, и Федерация Боснии и Герцеговины, имеют собственное правительство, парламент, полицию и многие другие органы власти. Кроме того, действует коллективное руководство государством. В стране сразу 3 члена президиума: один боснеец, один серб и один хорват, и каждый из них по очереди выполняет функции председателя президиума. Такая вот интересная модель государства. Ну что ж, немного ознакомившись с политической и географической моделями страны, давайте теперь перейдем к самой приятной и красивой части – природе Боснии и Герцеговины. Она здесь удивительная. Босния – это страна водопадов, чистейших рек с прозрачной водой и густых сочных лесов. Кстати, в последние несколько лет Босния набирает все большую популярность у туристов из Западной Европы, как интересное, а главное новое направление для путешествий на автодоме и экотуризма. Национальный парк Уна – это самый известный национальный парк в стране. По его территории протекает изумрудная река Уна. Множество каскадных водопадов, каньонов, можно развлечь себя рафтингом или каякингом. Это одно из лучших мест для знакомства с дикой природой Динарских Альп и речными ландшафтами Боснии и Герцеговины. Ну и венцом этого потрясающего нацпарка является красивейший полноводный водопад Штрбачки Бук. Каньон реки Неретва, которая славится необычайно прозрачной и холодной водой. Каньон объединяет горные ущелья, скальные обрывы и участки более широких долин. Благодаря разнообразному рельефу этот район считается одним из наиболее живописных природных ландшафтов Боснии и важным местом для сохранения пресноводных экосистем. Национальный парк Сутьиска – это старейший национальный парк в стране, знаменит высокими горами, скалистыми ущельями и дикими ландшафтами, практически без следов цивилизации.
Именно здесь находится реликтовый лес Перучица, один из последних первобытных лесов Европы. Настоящая, нетронутая, дикая экосистема. Здесь же расположена высшая точка Боснии и Герцеговины – гора Малый Маглич, находящаяся прямо на границе с Черногорией. Маршрут на вершину Маглича очень красивый, сам лично его проходил, поэтому знаю, о чем говорю. Сначала вы проходите реликтовый лес с огромными деревьями, затем идете мимо Трновачка озера, уникальное ледниковое озеро в форме сердца, считается одним из самых красивых на Балканах. И дальше через лес и сыпуху поднимаетесь на вершину Маглича. Этот маршрут уникален еще и с точки зрения географии. Вы стартуете в Боснии, затем заходите на территорию Черногории и большую часть маршрута идете по ней, и у самой вершины Маглича снова попадаете в Боснию. Получается такой внеплановый заход в другую страну. Поднявшись на вершину Маглича и насмотревшись сумасшедших по красоте пейзажей Динарских Альп, обратно вы возвращаетесь по той же схеме – Босния, Черногория, Босния. Границы в горах по факту отсутствуют, никаких КПП там нет. О том, что зашел в другую страну, узнаешь по табличке, приколоченной к дереву. Эх, вот бы во всем мире было так. Туристы ходят свободно и никто их не трогает, но на всякий случай рекомендуется иметь с собой удостоверение личности, мало ли что. Водопад Кравица – один из самых известных и красивых природных памятников Боснии и Герцеговины, расположен на реке Требежет. Водные каскады высотой 25 метров и шириной около 120 образуют живописный полукруглый амфитеатр из известнякового туфа, а Бирюзовое озеро у подножия сделало это место популярным направлением для купания и отдыха на природе. Благай-Такия – красивейшее место с вытекающим прямо из пещеры истоком реки Буна и гигантской скалой, нависающей над этим укромным уголком. Вдоль реки расположены кафе и рестораны, где можно насладиться гармонией с природой и вкусной свежей рыбой. Это место популярно у туристов не только благодаря природной красоте, но и потому, что здесь находится Такия – историческая обитель дервишей суфиев, тех самых, которые могут бесконечно крутиться на одном месте. Поэтому многие туристы, приезжающие сюда, это религиозные паломники. Природа Боснии и Герцеговины очень красива, а реки Неретва, Уна, Дрина и Требежет знамениты своей невероятной прозрачной водой и признаны одними из самых чистых рек Европы. Кофе в Боснии – это настоящий ритуал и часть культуры. Настоящий боснеец не может представить свое утро без чашки этого бодрящего напитка. Боснийский кофе очень похож на турецкий, но местные жители, конечно же, считают его особенным и не таким, как в Турции. А вот чай в любом его виде здесь не жалуют, как, собственно, и на всех Балканах. Ну что ж, переходим к городам Боснии. Тут все еще интереснее. Сараево – крупнейший город и столица Боснии и Герцеговины. Город хоть и крупнейший в стране, но по меркам других столиц довольно маленький. Всего здесь проживает около 350 тысяч человек. Сараево – город малоизвестный и непопулярный на фоне других европейских городов. Но интересных событий и уникальностей ему не занимать. Ну, во-первых, здесь проходила Олимпиада 1984 года, и это были первые зимние Олимпийские игры, проводимые в социалистической стране. Сараево на тот момент был в составе Югославии. Во-вторых, именно с этого небольшого города началась Первая мировая война, глобальный конфликт, в котором участвовало 38 государств и 74 миллиона человек. В июне 1914 года в Сараево сербским националистом Данилой Принципом был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. После чего Австро-Венгрия и Германия объявили войну Сербии, на сторону которой встали Россия, Франция и Великобритания. Формально именно это событие стало поводом к началу Первой мировой войны, и началась она в Сараево. Но в действительности все и так шло к военному конфликту между крупнейшими европейскими странами, которые никак не могли договориться, и каждый тянул одеяло на себя, желая занять главенствующую роль как в экономическом, так и в политическом влиянии. А покушение на Франца Фердинанда стало лишь той самой последней каплей. Сараево называют европейским Иерусалимом за уникальное переплетение культур и религий. В этом небольшом городе есть и мечети, и католические соборы, и православные храмы, и синагоги. Давайте посмотрим на самые интересные места города, которые стоит посетить туристу.
Башчаршия – старый османский квартал в самом сердце города. Основанный в 15 веке, он до сих пор остается главным символом Сараева. Здесь находится мечеть Гази Хусревбега, построенная в 16 веке. Она является крупнейшей и самой посещаемой исторической мечетью в Боснии и Герцеговине и одним из самых представительных османских сооружений на Балканах. Узкие мощеные улочки, ремесленные мастерские, архитектурные памятники, традиционные боснийские кафе и знаменитый деревянный фонтан Сабиль. Очень атмосферно и обязательно к посещению. Кстати, именно здесь лучше попробовать традиционный боснийский кофе, приготовленный в медных джезвах. Обычно его подают с восточными сладостями. А еще обязательно попробуйте местные чевапи. Это маленькие мясные колбаски в лепешке. Готовят их здесь очень вкусно. Рядом со старым городом находится еще одно узнаваемое здание, изображенное практически на всех туристических буклетах – Сараевская ратуша или Виечница. Это одно из самых красивых зданий города, построенное в 19 веке в неомавританском стиле. Улица Ферхадия. Это главная пешеходная улица Сараева, самая красивая и оживленная. Здесь находится множество магазинов и баров, вечером очень многолюдно. Также здесь расположены католический собор Святого Сердца Иисуса в неоготическом стиле и православный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Если хочется чего-то современного и необычного, то башня Аваст Вистауэр подойдет идеально. Ее высота 172 метра, и это не просто самое высокое здание в Боснии и Герцеговине, но и второе по высоте сооружение на всех Балканах. Выше только телебашня в Белграде. Наверху есть панорамный ресторан, в котором можно вкусно поесть с шикарным видом на весь город. Ну и обязательно прогуляйтесь по набережной реки Меляцка. Здесь и необычной архитектуры много, и атмосфера приятная, и виды на город очень красивые. И кстати, на моем втором канале есть более подробное и интересное видео о Сараево. Если хотите узнать об этом городе больше, ссылку на видео оставил в описании. Баня Лука – второй по величине город Боснии и Герцеговины и административный центр Республики Сербской. В отличие от исторически многослойного и динамичного Сараева, Баня Лука – город спокойный, с широкими улицами и уютной набережной. Его часто называют самым зеленым городом в стране, благодаря большому количеству аллей и парков. Баня Лука признана одним из лучших мест для рафтинга. Через город протекает полноводная река Врбас, которая считается одной из самых живописных и технически интересных рек для сплавов. Здесь регулярно проводятся международные соревнования по рафтингу, гребному слалому и экстремальному каякингу. Помимо красивейшей набережной, главные достопримечательности города – это древняя крепость Кастел, исторический памятник, расположенный прямо в центре города, на берегу реки. Эта крепость существовала еще во времена римлян, позднее ее укрепляли османы, ну а теперь здесь проходят концерты, фестивали и прочие городские мероприятия. Собор Христа Спасителя – это главный православный храм города, выделяется необычной архитектурой, а именно непропорционально высокой колокольней, высотой 47 метров. Выглядит очень необычно. Мостар – это самый известный и популярный туристический город Боснии и Герцеговины. Да, пожалуй, и самый красивый. Он расположен на изумрудной реке Неретва и знаменит своим высоким старинным мостом, который стал туристическим символом не только города, но и всей страны. Этот мост был построен в 16 веке во времена Османской империи и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом местные экстремалы развлекают туристов, прыгая с моста в холодные воды Неретвы, а между тем высота моста 24 метра. Исторически в Мостаре жили и боснийцы-мусульмане, и хорваты-католики, и православные сербы. Эта смесь культур и традиций ощущается и в архитектуре, и в кухне. Здесь расположен главный винодельческий регион страны, поэтому обязательно нужно попробовать местное вино и сыры из окрестных деревень, особенно хороши козьи и овечьи. Мостар прекрасен сам по себе, но помимо этого он еще и находится в очень удобном для туристов месте. Совсем недалеко от Мостара расположены Благай и водопад Кравица, о которых я вам рассказывал ранее, а также очень атмосферный исторический город-крепость Почитель с идеально сохранившейся османской архитектурой 16 века. Каменные дома, мечети и крепость которого выглядят почти так же, как 5 веков назад. Из-за своей значительной архитектурной и исторической ценности Почитель считается музеем под открытым небом. Ну и последний город, о котором я бы хотел вам рассказать, с забавным для нашего уха названием – Яйцы. Очень красивый и очень уютный. Тут тебе и средневековая крепость на холме с видом на город, и шикарный высотой 22 метра Пливский водопад со смотровой площадкой и зоной отдыха, да и живописные Пливские озера совсем рядом с городом. Но самая милая и необычная достопримечательность этого городка – мельницы-млинчичи, которые прозвали боснийским хабитоном. Они выглядят как декорации сказочного фильма.
Их построили еще в османские времена, и вплоть до середины 20 века эти водяные мельницы, стоящие на сваях прямо в русле реки, выполняли свою прямую функцию и мололи зерно для жителей окрестных деревень. Ну а сейчас это самая фотографируемая туристическая достопримечательность в городе. Все видели роскошные хорватские и черногорские побережья. Но мало кто знает, что у Боснии и Герцеговины тоже есть свой кусочек у моря, хоть и очень маленький по сравнению с соседями. Всего около 20 километров побережья вокруг города Неум. Это единственный морской курорт страны. Поговорим теперь об экономике и уровне жизни, насколько хорошо живут люди в Боснии и Герцеговине. Босния и Герцеговина относится к числу небольших экономик Балканского региона. Главные отрасли – это металлургия, добыча руды и угля, деревообработка и сфера услуг. Сельское хозяйство развито слабо и в основном ориентировано на внутренний рынок. А вот туризм последние годы активно растет, особенно благодаря таким городам, как Мостар и Сараево. Например, в прошлом году Боснию и Герцеговину посетило почти 2 миллиона туристов, и для такой нераскрученной в туристическом плане страны это очень внушительный показатель. Преимущество. Страна успешно перешла к рыночной экономике. Низкая инфляция – около 1,5%. Высокие темпы экономического роста, выше среднего по Европе, и низкий государственный долг. Также относительно дешевая и хорошо образованная рабочая сила. Слабые стороны. Маленькая сырьевая база, высокий уровень коррупции, медленно продвигающиеся рыночные реформы, из-за чего низкий объем инвестиций в страну. Но самая большая проблема – это увеличивающийся с каждым годом дефицит рабочей силы в связи с высокой иммиграцией трудоспособного населения в другие, более богатые страны Европы. У граждан Боснии и Герцеговины безвизовый въезд в Евросоюз, поэтому многие из них уезжают туда на заработки. Уровень жизни в стране средний, но заметно ниже среднестатистического по Евросоюзу. Средняя зарплата в переводе на евро около 750 евро в месяц. Из плюсов сравнительно недорогое жилье, услуги и общественный транспорт. Из минусов низкие зарплаты, из-за чего многие молодые люди уезжают работать в соседние страны, такие как Германия, Австрия и Словения. Ну, что скажете, как вам Босния и Герцеговина? По-моему, отличная страна для туризма, особенно для тех, кто любит природу. Накидайте, пожалуйста, комментариев, мне их всегда так не хватает, прям спать спокойно не могу. Всем добра и увидимся в новой стране.